Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хотел бы продолжить обзор своей коллекции фильмов от студии Sony Pictures. И сегодня будут иностранные издания от Sony, а также издания в формате 4К. Итак, я начинаю. И первый фильм — это фильм «День сурка». Достаточно известное кино. В главной роли Билл Мюррей. И это у меня английское издание данного фильма. Далее. Фильм «Гаттака». Фильм Эндрю Никола с Итаном Хоуком, Умой Турман и Джудом Лоу. Фантастический триллер. Далее. Фильм «Бегущий по лезвию 2049» с Райаном Гослингом и Харрисоном Фордом. Единственное иностранное издание в формате 3D, которое у меня есть. Здесь русский язык представлен на обоих дисках, но на 3D-версия там русский язык с субтитрами. Далее. Фильм «Таксист» Мартина Скорсезе. В главной роли Роберт Де Ниро. Данное издание уже показывал. Здесь у нас 2 диска. Далее, следующее кино. Это фильм «Гори, гори ясно» от продюсера Джеймса Ганна. Такая вот интересная накатка у данного диска. Это у нас скандинавское издание. Так же, как и предыдущие издания, что показал до этого, они тоже скандинавские. Далее фильм «Мачо и Ботан». С Джоном Хиллом и Ченнингом Татумом. Далее фильм Дэвида Финчера «Социальная сеть» с Джесси Айзенбергом, Эндрю Гарфилдом и другими известными актерами. У нас двухдисковое издание. На одном диске фильма, на другом дополнительные материалы. И это у нас чешское издание. Далее. «Прекрасный день по соседству». Фильм с Томом Хэнксом. Самый последний фильм с Томом Хэнксом, который у меня есть в коллекции, который выходил с русским языком. Это также скандинавское издание. Далее. Фильм с Брэдом Питтом «7 лет в Тибете». Такое вот датское издание. Такое вот изображение мы можем видеть здесь. Далее. Фильм с Джимом Керри от режиссера Бена Стиллера, также с Мэтью Бродериком, «Кабельщик». Польское издание. Такой вот внутренний арт данного фильма. Далее. Фильм Греты Гервиг «Маленькие женщины», где главную роль сыграли Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью,
Элиза Сканлен и прочие. Фильм 2019 года «Маленькие женщины». Далее. Фильм Джона Карпентера по книге Стивена Кинга «Кристина. Правившую машину». И это у меня немецкое издание данного фильма. Далее. Две части «Охотников за привидениями». Это у нас итальянское издание. Такие вот накатки дисков. И также присутствует буклет на итальянском языке. Кадры из фильма. Далее вторая часть. Снова кадры уже из второй части. Информация о актерах, которые сыграли главные роли. А также о режиссере данной картины. «Охотники за привидениями» 1 и 2. Далее. Фильм Нила Бломкомпа «Элизиум. Рай на земле». На земле. Здесь у нас также присутствует внутренний арт. И это у нас венгерское издание данного фильма. Здесь у нас снялись Мэтт Дэймон в главных ролях и Джоди Фостер. Далее. Фильм Лоренс Аравийский. Режиссера Дэвида Лина. Здесь у нас в главных ролях Алек Гиннес, Энтони Куин. И другие актеры. Также есть внутренний арт данного издания. И это у меня также венгерское издание, что можно увидеть по данному значку возрастной категории. Далее переходим к иностранным 4К изданиям. Фильм «Большой куш» Гая Ричи. Одна из самых известных картин данного режиссера. Это у нас немецкое издание. Далее. Человек-паук. Нет пути домой. Третья часть домашней трилогии. Здесь у нас 2 диска. Оба диска с русским языком. Один из последних фильмов, который выходил с русским языком на Blu-ray или 4К. Далее. Веном 2. Это у нас скандинавское издание. А Человек-паук это было испанское издание. Здесь у нас также 2 диска. Blu-ray 4К и русский язык присутствует на обоих дисках. Фильм «Веном». Далее. Скандинавское издание «Быстрее пули» с Брэдом Питтом. Здесь у нас также русский язык присутствует на обоих дисках. Но данный диск залочен на регион Б. Следующее кино. Это у нас фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби. Это у нас американское издание. И в нем русский язык представлен только на 4К, а обычный Blu-ray в данном случае без русского. Далее. Фильм «Большой куш» Тима Бертона с Юэном Макгрегором, Альбертом Финни, Биллом Крудопом и Джессикой Лэнг. Показывал данное издание в одной из недавних распаковок. Здесь у нас русский язык представлен на диске 4К. Обычный Blu-ray без русского. И такая вот карточка в данном издании. Далее. Доктор Стрэнджлов. Это фильм Стэнли Кубрика с Питером Селлерсом и Джорджем Си Скоттом. Скандинавское издание. Русский язык представлен на диске 4К в виде субтитров, а обычный Blu-ray без русского языка. Далее. Иностранные издания закончились и остались в формате 4К фильмы, которые выходили в России. Это фильм первый, это фильм «Прибытие». Здесь у нас роль играли Эми Адамс, Джереми Реннер и Форест Уитакер. Далее. Следующие 3 фильма это у нас из одной трилогии. Это «Люди в черном». Первая часть с Томми Ли Джонсом и Уиллом Смитом. Далее «Люди в черном 2» с Томми Ли Джонсом и Уиллом Смитом. И, наконец, «Люди в черном 3» с Уиллом Смитом, Томми Ли Джонсом и Джошем Бролином. Такие вот издания трилогии. Далее, следующее кино. Это у нас фильм «Живое» с Джеком Джилленхолом, Ребеккой Фергюсон и Райаном Рейнольдсом. Далее, следующее кино. Это фильм «Новый Человек-паук» в формате 4К. За главную роль сыграл Эндрю Гарфилд. Далее, следующее кино. Это фильм «Мост через реку Квай» с Уиллем Холденом, Алеком Гиннесом и Джеком Хокинсом. И это у нас фильм также Дэвида Лина. За роль в данном фильме Алек Гиннес получил свой актерский Оскар. Далее. Фильм Фрэнсиса Форда Копполы по книге Брэма Стокера «Дракула» с Киану Ривзом, Энтони Хопкинсом и другими актерами. Вайнона Райдер. Фильм «Дракула». Далее. Фильм Стивена Спилберга «Капитан Крюк» с Дастином Хоффманом, Робином Уильямсом, Джулией Робертс
и Бобом Хоскинсом. Следующее кино. Это фильм режиссера Денниса Хоппера «Беспечный ездок». Здесь у нас главные роли сыграли Питер Фонда, Деннис Хоппер и Джек Николсон. Фильм конца 60-х годов. Далее, следующее кино. Это фильм, последний в сегодняшнем обзоре. Это фильм «Добро пожаловать в Зомбиленд». Издание в формате 4К. И здесь у нас главную роль сыграли Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун и Эбигейл Бреслин. Вот такие вот издания от Sony в формате 4К, а также иностранные издания есть у меня в коллекции. А на этом данное видео все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. Пока.